Всем привет, ребята! Я очень люблю выпечку, надеюсь, вы тоже. И в особенности я люблю выпечку, которую я сама приготовила из полезных продуктов. Так что сегодня я покажу вам рецепт своей любимой творожной шарлотки. Я надеюсь, вам понравится. И давайте начнем. Для приготовления шарлотки вам потребуется 2 яблока, лучше, если они будут сладкие. Овсянка 1 стакан, берите не быстрого приготовления, отруби полстакана, мука высшего сорта 3 столовые ложки. Также возьмите 6 яиц, 4 яйца для одного вида теста и 2 яйца для другого. Творог 300 грамм, лучше берите до 5% жирности. Йогурт 100 мл, 1,5 стакана кефира до 5% жирности. Курага или любые сухофрукты около 100 грамм. Разрыхлитель 30 грамм. Также вам потребуется любой сахарозаменитель. У меня это натуральная стевия в порошке, 15 грамм в общей сложности. И, конечно же, оливковое масло для смазки формы. Начнем мы с того, что заранее замочим курагу или любые сухофрукты, которые у вас есть. Зальем все это дело кипятком для того, чтобы она набухла, была более мягенькой и вся грязь с нее вышла. Итак, наша шарлотка будет состоять из 2 видов теста. Одно основное и второе сверху будет творожное. Начнем приготовление первого основного вида теста. Для этого взбиваем 4 яйца в емкость и добавляем наш сахарозаменитель. И в зависимости от формы стевии, в траве она, в таблетках или же в таком вот порошке, как у меня, необходимо будет добавить определенное ее количество. Мне будет достаточно половины столовой ложки. Ну а теперь начинаем измельчать нашу овсянку в муку, овсяную муку. На самом деле я просто не вижу смысла покупать овсяную муку, если вы можете купить эту же овсянку и просто измельчить ее в блендере. Отлично, наша мука готова, теперь приступаем к нарезанию яблок. После того, как я помыла и очистила яблочки от семян, нарезаю их тонкими-тонкими пластинками. Чем тоньше они у вас получатся, тем легче будет укладывать их в пирог. Выкладываю равномерно все яблоки на тарелку и тщательно их поливаю лимонным соком, для того, чтобы они не потемнели. Тем временем наша курага уже размякла, она мягкая, и теперь ее будет гораздо удобнее нарезать. Возвращаем нашу емкость вместе с яйцами и стевией и начинаем добавлять ингредиенты. Первым делом я добавляю нашу овсяную муку, высыпаю весь стакан. Затем идут отруби, у меня пшеничные, и добавляю половину этого же стакана. На самом деле, чем больше разных видов муки, отрубей, тем вкуснее, необычнее и полезнее получится ваше тесто. Затем я добавляю нарезанную курагу, половинку пакетика разрыхлителя, это будет примерно 15 грамм, остальную половину я оставлю для второго вида теста. И далее я уже добавляю кефир, у меня получилось около 1,5 стакана. На самом деле я никогда четко не делаю какие-то рецепты, я всегда добавляю все на глаз. Это я уже говорю вам примерное количество на то, что у меня уже в итоге получилось. Теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков, и оставляем нашу мисочку с первым видом теста и готовим уже второй вид теста, творожный. Основа нашего теста будет, конечно же, творог, у меня 0,5% жирности. Добавляю его в нашу миску и тщательно перетираю вилкой для того, чтобы не осталось никаких комочков. Теперь в это тесто я добавляю 2 яйца, тщательно опять перемешиваем. И, конечно, я добавляю стевию, так как этого теста будет не слишком много, у меня получится где-то пол чайной ложки. Затем в это тесто я уже добавляю 3 столовые ложки цельнозерновой муки. И теперь я добавляю йогурт. Не спешите выливать всю упаковку, потому что творожное тесто не должно быть слишком жидким. Ну и, конечно же, высыпаю остатки разрыхлителя. И у нас получилось 2 вида теста. Одно основное и второе творожное. Свою шарлотку я буду готовить в мультиварке Redmond. И перед тем, как выкладывать тесто, конечно же, необходимо смазать форму. Я выливаю где-то 1 столовую ложку оливкового масла. С помощью салфетки распределяю масло по формочке. Особое внимание уделите бортикам. Итак, вначале мы выкладываем основное наше тесто, равномерно распределяем его по форме.
И затем уже сверху добавляем творожное мягкое тесто. Мне кажется, это получится очень оригинально и необычно, когда будет 2 слоя теста. Не переживайте, про яблоки я не забыла. Очень многие режут яблоки на кусочки и просто добавляют их в тесто. Я же люблю украшать сам пирог сверху, выкладывать именно таким образом, такой цветочек из этих яблок. Мне кажется, получается очень оригинально, что самое главное, красиво. Именно поэтому лучше, если дольки яблока будут не слишком толстые, их будет легче и красивее выкладывать в тесто. В особенности, если у нас творожное мягкое тесто, они очень легко входят туда. Это, по-моему, лишнее. Мы найдем ему применение. Помещаем нашу шарлотку в мультиварку. И для удобства я запускаю приложение на телефоне Ready for Sky, которое работает по Wi-Fi с моей мультиваркой и с весами, кстати, тоже. И здесь в списке рецептов у меня есть рецепт шарлотки. Я поставлю ее на 60 минут на 120 градусов. Ну что ж, наша шарлотка готова, я дам ей остыть в форме еще минут 15, и когда она остынет, она отойдет от краев, и ее будет гораздо легче достать из формочки. Мне кажется, этот рецепт творожной шарлотки должна попробовать каждая девушка, которая любит выпечку. И в особенности этот рецепт будет оригинальный тем, что у вас есть 2 вида теста и такое необычное украшение шарлотки яблоками. Обязательно ставьте жирный лайк этому ролику, если хотите видеть больше полезных рецептов на моем канале. Ну а всем приятного аппетита, кто кушает или собирается сделать этот рецепт. Всем удачи, пока-пока!